Болезненный удар для Украины. Путина призвали сдаться. Условия Зеленскому: взаимный отказ от территорий. Спецоперация ФСБ в центре Киева. Сигнал для СБУ. Мощный взрыв и тонкая схема. Украина делает заявление. Все детали. Армия теряет крупный город. Потеря позиции. Обвал обороны. Клешни России на восточной линии фронта. Военные подают сигнал тревоги. Украинцы больше всего доверяют не президенту. Новые данные опросов: на каком месте Зеленский и кто же его опередил, обсудим. Указ Путина подписан, генерал отправлен на покой, массовые аресты в Москве и срочный призыв правительства покинуть страну. Тихая война ЕС против занозы Европы и громкий скандал в Казахстане. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я, как всегда, начинаю. Преступление и наказание, а потом свобода. В России коррупционеру в погонах дали реальный срок и дали волю. Московский гарнизонный военный суд приговорил контр-адмирала в отставке Николая Коваленко к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. При этом суд сразу освободил его от наказания в связи с болезнью, сообщают российские СМИ. По версии следствия, в 2013-2017 годах Коваленко и его сообщники, еще 5 человек, присвоили бюджетные деньги, выделенные на 4 госконтракта по ремонту запчастей и принадлежностей для зенитных ракетных комплексов. Вместо качественных комплектующих войска поставляли непригодные, выдавая их за отремонтированные на сумму почти 600 миллионов рублей. Отмечу, для остальных соучастников хищения поблажек не было. Суд приговорил их к срокам от 3 до 8 лет. Всем осужденным, помимо Коваленко, подписку о невыезде и надлежащем поведении изменили на заключение под стражу, отмечает агентство. Все они взяты под стражу в зале суда. Помимо этого, суд отказал в удовлетворении гражданского иска Минобороны. Решение Минобороны РФ: российских срочников отправляют в пекло. Самые горячие в прямом смысле точки и зоны бедствия. Призывники должны заменить пожарников. Это новый формат службы, согласованный МЧС с ведомством Белоусова. Глава российского МЧС Куренков уверяет, срочники будут брошены на тушение пожаров, ликвидацию ЧС и аварийно-спасательные работы. Но куда именно, не уточняется. Причина переброски банальная: дефицит спасателей в рядах МЧС России из-за маленькой зарплаты. Однако, говорит Куренков, последнее слово за Путиным. Тогда можно будет и закон о пожарной безопасности подкорректировать. Согласно закону о статусе военнослужащих, проходить срочную службу в спасательных и воинских формированиях ведомства можно через обращение в соответствующие военные комиссариаты. Чтобы занимать воинские должности в подразделениях МЧС, необходимо высшее профессиональное образование. Господин Куренков рассказал о дефиците кадров в подразделениях МЧС из-за низких зарплат. Низко оплачивается труд как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки, отметил глава ведомства. Кроме того, он сообщил о недостаточном госфинансировании для субсидирования ведомством покупки жилья для сотрудников. Подготовка к войне началась. Польша официально запускает масштабное строительство бомбоубежищ. Экстренное решение правительства: помимо новых бомбоубежищ, Варшава обновит существующие объекты. В стране прошла инвентаризация почти 4500 защитных сооружений. Новые укрытия будут создавать не только как классические бункеры, но и в гражданских зданиях. Власти признают, страна срочно наверстывает многолетние упущения в системе гражданской обороны. Не каждое место укрытия будет классическим убежищем. Мы создаем целую сеть объектов, доступных в случае природных катастроф или длительной угрозы. В этот процесс будут вовлечены также частные владельцы объектов. Мы ввели новые нормы, чтобы каждый новый многоквартирный или общественный объект, имеющий подземную парковку, мог использоваться как место временного укрытия. При этом в Польше звучит срочный призыв покинуть страну, Россию. Польские медиа с 16 февраля массово стали распространять призыв МИД страны эвакуироваться из России, однако подобная информация на сайте министерства размещалась и ранее. Министерство иностранных дел не рекомендует любые поездки в Россию в связи с войной на Украине и признанием Польши властями Российской Федерации недружественным государством. Гражданам Польши, находящимся в России, рекомендуем покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, если жизненная, семейная или профессиональная ситуация не требует обязательного пребывания на территории этой страны.
ЕС объявил тихую войну занозе Европы. Так Financial Times пишут о премьере Венгрии Орбане. Жесткая критика Брюсселя отошла на второй план. Европарламентарии закрыли рты, молчат, чтобы не сыграть на руку Орбану и не поднять его рейтинги во время предвыборной гонки. По данным источников, Еврокомиссия может даже перечислить Будапешту около 2,5 миллиардов евро до голосования, несмотря на сохраняющиеся претензии к верховенству права и замороженные 17 миллиардов евро. Financial Times уточняет, нынешние опросы говорят о том, что Орбан может проиграть на выборах, а оппозиционная партия ТИСа опередит его силу примерно на 10 процентных пунктов. Поэтому ЕС просто замер в ожидании. Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили, что чиновники ЕС не хотят, чтобы их воспринимали как вмешивающихся в выборы, а также не желают давать Орбану дополнительные аргументы для его антибрюссельской кампании. Но Орбан не заноза для США. Вашингтон заявил о золотой эпохе в отношениях с Будапештом. Госсекретарь США Рубио уверяет, что ключевую роль в укреплении партнерства играют личные отношения между Трампом и Орбаном. Мы вступаем в золотую эпоху отношений во многом благодаря личным отношениям между лидерами. Отношения между лидерами напрямую влияют на отношения между странами. Личное взаимопонимание между вами и президентом сыграло ключевую роль. Я могу с уверенностью сказать, что президент Трамп глубоко заинтересован в успехе Венгрии, потому что ваш успех — это и наш успех. Орбан же во время встречи с американским гостем уверял, что Будапешт поддерживает мирные усилия США по урегулированию войны в Украине. При этом он вновь выступил категорически против вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что это втянет Венгрию в войну и нанесет ущерб ее экономике. Также Орбан обвинил украинскую сторону в вмешательстве в венгерскую избирательную кампанию и поддержке оппозиции. Венгрия продолжит поддерживать мирные усилия Соединенных Штатов в отношении Украины. Действующий президент Соединенных Штатов сделал больше, чем кто-либо в мировой политике для достижения мира в российско-украинской войне. Многие считают, что если бы Дональд Трамп был президентом раньше, этой войны бы не произошло. Без него у нас не было бы возможности завершить ее мирным путем. Мы выражаем свое уважение и благодарность за его усилия. Венгрия готова предложить Будапешт в качестве места проведения мирных переговоров. Украинцы больше всего доверяют не президенту. На первом месте по уровню доверия населения ВСУ. Украинская армия верит почти 90% граждан Украины. Это результаты свежего социологического исследования Центра Разумкова, который был опубликован накануне. На втором и третьем местах по доверию также силовые структуры. Главное управление разведки Минобороны и Нацгвардия. По сравнению с сентябрем 2025 года рейтинг Зеленского несколько снизился, говорится в исследовании. Чуть больше 40% украинцев заявили, что скорее доверяют президенту. 11,5% сказали, что полностью доверяют Зеленскому. При этом половина граждан скептически оценивает мирные переговоры. Более трети опрошенных считают, что украинская команда ведет переговоры с США, ЕС и Россией скорее неуспешно. И еще почти 17,5% называют переговорный процесс неуспешным. Позитивно оценивают встречи делегаций по миру в Украине 30% респондентов. Взаимный отказ от своих требований, и Украине и России предлагают официально признать новую границу по линии фронта как цену за прекращение войны. Об этом говорится в материале Foreign Affairs. Путина и Зеленского призвали сдаться, отступить и уступить, и не бороться за территории. Американские эксперты утверждают, что взаимный отказ от территориальных претензий может стать самым реалистичным путем к прочному миру. По их мнению, политика непризнания оккупации не меняет ситуацию на земле и не возвращает утраченные территории, а лишь затягивает войну, говорится в материале. Формальное закрепление границы, считают авторы, снизит риск новой войны, усилит сдерживание и создаст условия для восстановления Украины. Главный посыл статьи жесткий: устойчивый мир возможен только при признании фактического раздела и отказе от нереализуемых территориальных амбиций как Москвы, так и Киева. Аргумент о том, что юридическое признание равнозначно капитуляции Украины, практически исключает возможность победы. Если ставки войны определяются исключительно территориально, то Украина уже проиграла. Однако цели Украины и Запада можно формулировать иначе. После полномасштабного вторжения приоритетом было сохранение независимости и суверенитета страны, и в этом Украина уже преуспела.
Отмечу, что данный материал появился накануне нового раунда переговоров между США, Россией и Украиной, который пройдет 17 и 18 февраля в Женеве. Параллельно с этим украинские военные и аналитики подают сигнал тревоги. Россия пошла на окружение. ВС РФ активизировали усилия по охвату Покровска и Мирнограда в Клешне. А мониторинговый канал Deep State сообщает, армия потеряла город уже не под контролем ВСУ Ровное в Донецкой области. РФ копит силы. История обороны Мирнограда также подходит к концу, делают вывод аналитики. Позиции будут полностью потеряны. Противник смог оккупировать населенный пункт Ровное и продолжает давить на соседнее село Светлое. Закрепление в этом районе дает противнику возможность накапливать силы для дальнейшего продвижения вглубь перешейка между Покровском и Родинским, что увеличивает риск для остатков группировки сил обороны на окраинах Мирнограда. Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу. В этом районе будет обновление карты. В переговорный процесс необходимо заходить с позиции силы. Такой совет дает тем временем президент Чехии. Он призвал Запад оказывать на Россию политическое, финансовое, экономическое давление и не ослаблять поддержку Киева. Быстрого мира не будет, считают в Праге. Если кто-то ожидал, что удастся добиться согласия между Украиной, европейскими государствами, Соединенными Штатами и Россией в какой-то короткий срок, то это было, конечно, наивно. То, что позиции Украины, Европы и США сблизились или уже почти совпадают, само по себе большой успех, если учесть, сколько противоречивых заявлений мы за это время слышали с разных сторон. Спецоперация ФСБ в центре Киева, мощный взрыв и пламенный привет СБУ. Украина заявляет о теракте и об аресте двух мужчин. 47-летнего иностранца, военнослужащего ВСУ, который стал дезертиром, и 29-летнего киевлянина, который был сообщником. Согласно официальной версии Нацпола и СБУ, взрыв недалеко от одного из объектов Службы безопасности Украины прогремел 11 февраля. Произошел подрыв автомобиля. Машину переоборудовали под реанимобиль, установив газовые баллоны для усиления взрыва и веб-камеру, через которую, как заявляется, кураторы следили за подготовкой атаки. Подозреваемые изготовили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением и заложили его в авто. Оно должно было взорваться в назначенный момент, но детонация произошла преждевременно. Украинские медиа действительно писали о взрыве поздним вечером 11 февраля. Теперь исполнители, заявляет СБУ и Нацпол, задержаны. Им объявлено подозрение в террористическом акте. Грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Во время обысков у них изъяты инструкции по изготовлению взрывчатки, пиротехнические гранаты и другие вещественные доказательства. В частности, в переписке одного из подозреваемых обнаружены отчеты куратору вражеской спецслужбы о проделанной работе. Громкая отставка, указ подписан. Путин указал на дверь своему ближайшему соратнику. Документ об исключении генерала Иванова из Совбеза РФ опубликован. Как пишут Россми, в начале февраля Иванов был освобожден от должности спецпредставителя Путина по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности. В Москве уверяют, Иванов покинул Кремль по своей воле. СМИ отмечают, 73-летний политик входит в число наиболее близких соратников Путина. Иванов служил с Путиным еще в Ленинградском КГБ и на протяжении десятилетий занимал ключевые посты в правительстве России. Он был министром обороны, первым вице-премьером РФ, а потом возглавлял администрацию Путина. Иванов считается одним из последних представителей ближнего круга путинской элиты, сложившегося на рубеже 90-х, 2000-х годов, пишет инсайдер. Более 25 лет он входил в высшее руководство страны. Перед президентскими выборами 2008 года его наряду с Дмитрием Медведевым рассматривали как вероятного преемника Путина. Иванов находится под персональными санкциями США, ЕС и Великобритании в связи с аннексией Крыма и войной в Украине. Массовые аресты в Москве, жесткие рейды, силовики приходят без предупреждения, заявления о задержании десятков людей. Россия устраивает чистки под прицелом трудовые мигранты из Центральной Азии, под ударом места проживания. По данным Росгвардии, ОМОНовцы проводили рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства и проверяли у иностранцев документы, а у мигрантов, которые недавно получили гражданство России, требовали военный билет. Всего в рамках рейда правоохранители проверили документы у 93 иностранных граждан. По результатам инспекции 23 человека были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и составления административных протоколов по фактам нарушения правил пребывания на территории Российской Федерации.
На фоне вооруженных рейдов Россия продолжает ужесточать правила трудоустройства мигрантов, а ряде запретов, касающихся иностранцев, объявили в Ростовской области. С 1 апреля и до конца этого года трудовым мигрантам из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана запрещено работать курьерами, продавцами продуктов, напитков и табака, водителями и машинистами, а также сотрудниками фитнес-центров. Об этом говорится в указе губернатора Ростовской области. Но это еще не все. В документе также сказано, что с 1 марта 2026 года иностранцев не будут допускать к производству драгметаллов и работе на почте. К настоящему моменту такие ограничения ввели не менее 32 субъектов Российской Федерации, включая Санкт-Петербург. В разных регионах они распространяются на сферы доставки, такси, торговли и других видов занятости. Скандальная история в Казахстане из-за зуба в торте. В Северо-Казахстанской области начали досудебное расследование, один из фигурантов которого – местный житель. Его обвиняют в вымогательстве. Речь примерно о $4000, которые мужчина якобы требовал у производителя кондитерских изделий за моральный ущерб. Все началось с покупки торта, а потом покупатель опубликовал в соцсети ролик с остатками сладкого и рассказал, что обнаружил неприятную находку в торте – человеческий зуб. Его мужчина также продемонстрировал на видео. По словам Владимира, вскоре с ним связался представитель компании и якобы предложил урегулировать вопрос без шума, попросив назвать сумму компенсации. После покупателю торта уже позвонили из полиции и сообщили, что на него подали заявление о вымогательстве. Выяснилось, что он запросил 2 миллиона тенге, около $4000. В полиции заявляют, что проводятся следственные действия, чтобы выяснить, а был ли зуб. И напоследок о ловушке для нервной системы. Это сладкая газировка. Ученые предупреждают, регулярное употребление сладких напитков повышает тревожность, особенно у подростков. Кроме газировки, говорят ученые, стресс активирует чрезмерное употребление энергетиков, сладких соков и даже сладкий чай. Исследования проводили с помощью опросов, участники указывали, сколько сладких напитков они пьют и как оценивают свое эмоциональное состояние. Во всех работах прослеживалась одинаковая тенденция. Чем выше потребление таких напитков, тем чаще отмечаются симптомы тревожности. Инициативы общественного здравоохранения и клинические вмешательства, направленные на снижение потребления сладких напитков, могут помочь сдержать рост распространенности тревожных расстройств, особенно среди подростков. Друзья, всем спокойствия. Вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку, за каждый ваш лайк и комментарий и репост. Хороших новостей, дня и настроения. До встречи уже завтра.